Приветствую всех, здорово! Вы на канале Incognito Pictures, это первый дайджест мировых кинопремьер на предстоящую неделю. Ну, давайте не будем рассусоливать и посмотрим, что они там наснимали. Погнали! Фильмы, говоришь? Здравствуйте, ребятки! И первым в списке у нас идет фильм с названием «Снова любовь». Это мелодрамическая комедийная драма. Как они это все умещают в один фильм, я хрен его знает. Настоящее кино – это круговое наебалово. Срежиссированный малоизвестным Джеймсом Страузом и имеющий такой же малоизвестный актерский состав. Да им похер! По сюжету нам представляют молодую женщину, которая с трудом переживает трагическую смерть своего жениха. Но спустя определенное время все окружающие, друзья, подруги, родственники там начинают капать. Что ты с довольно кислой мордой ходишь, давай уже ищи себе хахаля, стирай ему носки, готовь борщ, как говорится. Но тут она в процессе всех этих переживаний отправляет на номер своего жениха погибшего сообщение, мол, я все еще тебя люблю, тыры-пыры, туда-сюда. И, как оказалось, этот телефон оказался у какого-то чувака, который читает эти смс-ки, ему это все нравится, он ей отвечает, они в процессе, знакомятся в будущем, у них там шуры-муры. Идеально фильм подойдет для совместного просмотра влюбленных и женатых парочек. Почему я разделил этих два, женатые и влюбленные? Не знаю, пусть напишут в комментарии. Ну ты махнул, красивый. Девушки должны от этого фильма пролить горы слез, потому что это про любовь. Ну, пацанам, как говорится, это будет фигня какая-то. Но если вы хотите добиться чего-то получить, так сказать, после просмотра фильма, то это самое оно. Намек понял? Мне же такие фильмы мало заходят, ну, тем более, блин, она все время ноет там, как тяжело, блин, найти любовь. Ты работу, блин, иди попробуй сейчас найди. Вот это тяжело, реально тяжело, но... Время эксперимент. Следующий на очереди «Книжный клуб 2» с кинопремьерой 10 мая. Срежиссирован Биллом Холдерменом. А что касается актерского состава, то они будут известны больше людям за 50, я бы даже сказал. Так что для вас здесь знакомых лиц не будет. По сюжету персонажи первого книжного клуба, которые я хрен его знает про что вообще, собираются опять снова вместе. Это веселые женщины в районе 50, я так понимаю, где-то лет. И собираются на летние каникулы в Италию зажечь, отжечь. По сюжету с ними не будет занудных мужиков. И они там дадут жару, как говорится. Какие ассоциации вызывает данный фильм? Конечно же, это «Мальчишник в Вегасе». Вот теперь все стало на свои места. Для кого же подойдет этот фильм, я хрен его знает, потому что там какие-то тетки творят какой-то трешняк, ну не особо трешняк, они все такие на стиле, прикалываются туда-сюда. Я бы охарактеризовал данный фильм фразой, что бабуля, блин, перепутала ингалятор и кальян и на неделю забыла о своих болячках, уехала в Италию и там торчала, творила трешняк. Они старые, у них не лады с башкой. Далее ожидаем премьерный показ 12 мая фильма под названием «Кратер», срежиссированный неким Кайлом Альваресом, тоже малоизвестный режиссер. Среди актерского состава тоже вряд ли вы кого-то узнаете, тем более, что это сплошь и рядом дети. Фильм, по сути, детский. По сюжету компания из малолетних дебилов отправляется на лунном вездеходе к какому-то кратеру для его исследования, в честь того, что у одного из этих персонажей когда-то погиб отец на Луне, и вот в скором времени он должен переселиться на другую планету и, так сказать, почтить его память. Они отправляются якобы в путешествие по Луне. Снято довольно-таки неплохо, скафандры, атмосфера, картинка более-менее. Ну, блин, для кого? Для подростков, конечно же, это снято, для детей, я бы даже сказал. Я бы такое, наверное, посмотрел только когда мне не хрен смотреть, но детям, я думаю, зайдет.
Офигеть, ну что я трачу свое время? Мы сами до сих пор в шоке. Вытри сопли, шкет. И помни при просмотре данного фильма, что самое главное в клубе космонавтов никому не говорить, что Земля плоская. Надо бросать курить. Ну и вот, мы уже добрались до самых сливок предстоящей недели, среди которых стоит выделить фильм под названием «Мать», срежиссированный Мики Каро, которая, кстати, режиссировала когда-то фильм «Мулан». Ну, среди актеров стоит выделить, конечно же, Дженнифер Лопес, которая в данном триллернутом боевике играет «Я же мать», которая является по прошлым своим достижениям киллером, и родив прекрасную дочурку, ей приходится ее в малолетстве еще оставить на воспитание, там друзьям хрен поймешь, не суть, короче. За ней гоняются все эти убийцы, мафиози, вся эта шушера, как говорится. Но спустя определенное время, когда уже девочке, можно сказать, 12 или хрен поймешь, что-то в этом возрасте, на девчонку выходят такие те, кто гонится за нашей Дженнифер Лопес, и ей приходится строиться в жизнь своей дочери, она ее забирает, охраняет, там отстреливается, обучает всяким фишкам. Я же мать, короче. О, это же мать года. Ой, здесь в этом фильме Дженнифер Лопес со своим Попес. Да, шутки за 300. Тебе что, 5 лет? Здесь вам и феминистические показатели, так сказать. Я же мать, женщина там всех валит, мужики, как обычно, тупые, как пробка. Ну и дочку там она спасает. В общем, повесточка прям прет, надо будет обязательно посмотреть, но это же Дженнифер Лопес. Судя по трейлеру, фильм более-менее на один раз. И ситуация, идеально описывающая данный фильм, является момент, когда Дженнифер Лопес приезжает к своей дочке и такая говорит: «Я мать, я тут принимаю решение». Она такая: «Слышь, тетка, ты кто такая? Ты мать-то мне». Дженнифер Лопес: «Так, я мать, и я тут принимаю решение. Кто здесь мать?» Все, я подперла. Та-да-да-да-да-да! Фанаты Джонни Деппа, трепещите и стойте кипятком, потому что 16 мая нам представят тот самый фильм совместного производства с кинокомпанией США и Франции, в котором Джонни снялся в главной роли. Фильм называется «Жанна Дюбари», который срежиссирован актрисой, которая будет играть одну из главных ролей наравне с Джонни Деппом. Зовут ее Май Вэй. Какими-то знаковыми фильмами она не замечена, но будем посмотреть. Талант. По сюжету нас перекидывают во Францию времен Людовика XV, которого играет наш Джонни. С ним наравне играет также и та самая актриса Май Вэй, которая режиссирует данный фильм. Она играет куртизанку, которая ведет распутный образ жизни. И впервые попав на прием к тому самому Людовику, к нашему Джонни, у них проскакивает искра, и по даже историческим каким-то вроде фактам она была одной из последних известных его любовниц. Сюжет мало чего нового нам покажет. Джонни загримирован так, что, пипец, такое чувство, что он там сдохнет скоро. Не знаю, мне он не впечатлил никак. Снялся и снялся, слава богу. Как говорит, дали новый глоток его актерской карьере. Это по меньшей мере достойно. Идеальным описанием данного фильма будет история о том, как встретились две подруги, одна другой хвалится, что вчера с мужем там кувыркались, вся фигня. И в процессе она представила Джонни, типа. Вторая спрашивает, как, что, как, да... От Джонни я ожидала большего. Так и я, можно сказать. От Джонни в этом фильме я ожидал большего, но неплохо, в принципе. Стоит посмотреть только ради даже уважения к Джеку Воробью. Эй! Стыдиться тут нечего. Каждый зарабатывает как может, да? Ну да. А вы знаете, что может быть важнее семьи? Я думаю, вы уже догадались, что 17 мая нас ожидает та самая кинопремьера 10-го «Форсажа», который уже все
обглодали до самых косточек. В главной роли все тот же Вин Дизель. К нему в антагонисты добавится Джейсон Момоа. И останутся многие известные актеры из предыдущих частей. Срежиссировал фильм Луи Летерье, среди работ которых можно выделить «Иллюзию обмана», «Астерикс и Обеликс», «Миссия Клеопатра», «Невероятный Халк». В общем, чувак знает, что делает. Будем надеяться, что у него более-менее получилось. По сюжету хрен поймешь, какой раз он спасает семью. Судя по трейлеру, даже в космос в этот раз не полетит, но кринжа и физических законов, поломанных через колено Эйнштейна, будет дофигища. Это очень крутой фильм, боевик, триллер, приключения. Короче, все там напихано, все, что вы хотели, все, что вы ждали. Тем более снимается Джейсон Момоа. Я думаю, что в качестве антагониста мы его очень даже заценим. Блин, даже что про него рассказать, про этот фильм, про сюжет, я даже не знаю. Как обычно, семья, антагонист, все сражается, ничего на нашем Солярыче не горит, не тлеет, не ломает его. Будем надеяться, что до 20-го форсажа мы с вами доживем. Ну блин, хрен убьешь-то этого чувака, ну реально. Почему не подыхаешь? Идеальным описанием данного фильма будет момент, где Солярычу говорят: «Доминик, нет, это же самоубийство, остановись, нет, нет, А он такой пафосный, как обычно, еще чтоб сигаретку курил, вообще так было бы. Но он пафосно отвечает такой: да, Джейсон Момоа силен, но семья сильнее. Да, я шутник, конечно, на все руки. Терпите. Ну ты молодец, пи***ц, блядь. Ну, в общем-то, и все, что хотелось сказать за предстоящую неделю. Рассмотрели мы с вами с 10 по 17 число. В принципе, 6 премьерных каких-то показов. Фильмы самые разнообразные. Вы, если заценили этот видос, не забудьте поставить лайк. Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь, репостите, подписывайтесь на канал. Это очень помогает в продвижении канала. Ставлю им лайк. Я же с вами не прощаюсь, но покедово. Фильмы говорите?